Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа, и это наша любимая рубрика комментирования игры подписчика. Подписчик псевдонимом топ-1 ранг Ферзь. Поэтому, ребят, все сейчас устраиваемся поудобнее, берем вкусняшки, садимся и наслаждаемся каточкой. Я вместе с вами начинаю сейчас релаксировать от него. И он мне отправил эту каточку и сказал: Саня, получишь эмоциональный и зрительный оргазм. И я такой: что? Что же это будет? Но, к сожалению, он немножко заспойлерил эту каточку. Знаете, почему он ее заспойлерил? Потому что он ее подписал. Поэтому я не буду вам спойлерить. Концовку и начало я, естественно, не смотрел. Все по дефолту, потому что я ее комментирую и обозреваю. Я хочу получить первозданные эмоции, не зная, что будет в конце. Поэтому что? Правильно, посмотрим. Либо же это будет полнейший развал, либо же... Не знаю. Ну, в принципе, и кидать свои догадки о том, какой же будет сегодня билд, я не стану. Но то, что ему люди идут со старта, это круто. Если сейчас на третьем раунде к нему приходит собака, либо же приходит омник, либо же легионка, это будет идеальный старт на людях. Потому что если ему приходят на третьем раунде люди, то к 10-му раунду он получает сколько? Вот только за людей он получается 8 раундов, получается 16 опыта. Я просто думал, 7 раундов будет считаться или 8 раундов. Короче, он получит 16 опыта. 16 опыта, извините меня, это 7 уровень почти. Даже не почти, а, по-моему, 7 уровень будет. Ну, если учитывать еще вот эти вот плюсы 1, то будет 100% 7 уровень. Эх, какая жалость. Боже, я сам хочу, чтобы мне на третьем раунде пришла редкая фигура человек. И чтобы у меня был баф людей на третьем раунде. Я давненько такого не делал. И вот, серьезно, я дико этого хочу. Дико хочу заснять хоть один такой контент, где на третьем раунде у меня будут люди. А потом у меня через пару раундов еще и мехи будут. И все это в 2 звезды. И вот так вот становлюсь и губозакаточную машину использую, чтобы поднять свою челюсть, язык, все что угодно, можно и зубы. Так. Мне, кстати, еще один подписчик прислал каточку на обзор и комментирование, поэтому будет следующая каточка от него. Слушай, топ-нет, ты... Ну как это назвать? Как это назвать? Кстати, неплохие предметы сейчас взял и Муэрту поставил в виде керри. Это хорошее, отличное решение, на самом деле, потому что когда Муэрта перевоплотится, а она должна перевоплотиться 100%, потому что у него, во-первых, есть ЦМ-ка, там по-любому сработает идентик, а это, извините меня, 10 плюс маны. У чувака 2 фигуры в 2 звезды, ну, в принципе, так себе, но Сларк со старта может задолбать. Но у него тоже неплохой такой старт, если ему сейчас приходит еще один человек, то будет все просто шикарно. У меня тут, если что, может быть фоновый шуба будет, салат такой. Короче... Может быть еще фоновый шум, потому что у меня на столе лежит кошка. Она тут решила помыться, почесаться. А ну-ка, поздоровайся со зрителями. Привет. Давай, махай. Привет. Сейчас за палец меня грызанет. Там лежи и мойся. Хорошо? Хорошо. Вот. Не знаю, что-то у нее сегодня вот прям тянет на столе полежать. Вот тянет и все. И делай, что хочешь. Как-то так. Как-то так. 2 Муэрты пришло. Вместо танков их поставил. На самом деле, это прикольное решение ставить Муэрту как танка. Раньше я как-то недооценивал это. Вот как-то недооценивал. Почему недооценивал? На самом деле, не знаю. Я как-то... Но я недооценивал это конкретно в охотниках. Но, в принципе, Муэрту можно в действительности даже в охотниках поставить чуть-чуть наперед, и она будет танчить. Перевоплотиться. Ее никто не сможет бить, ну, естественно, кроме магического урона и чистого, но в целом это такое неплохое решение в действительности поставить ее как танка. Это крутое решение. Я об этом как-то даже не думал. Охотники пришли. Доставь охотников. Не? Не хочешь, да? А может охотников все-таки? У тебя есть как бы шмотки на охотников. Ну давай. Кстати, ребят, напишите в комментариях, что вы думаете, если я топ-не приглашу сняться в ролике. Не в том ролике, о котором вы подумали. А то я знаю ваши похотливые мыслишки. Что вы думаете? Вот как, грубо говоря, мы будем обозревать его каточку. Да не грубо говоря, мы будем обозревать его каточку, будем общаться. Я буду его спрашивать всякие там вопросы и тому подобное, и так далее, и так далее. То есть, ну, будем, грубо говоря, обозревать его каточку только вдвоем. Я, соответственно, с ним пообщаюсь, задам вопросы и все такое. Что вы думаете? Напишите в комментариях. Мне кажется, будет прикольно. Будет очень даже прикольно. И в целом напишите,
в комментарии, я уже не первый раз спрашиваю, но все равно мне важен ваш фидбэк. Поэтому, ребят, напишите в комменты, что вы думаете по поводу данной рубрики. Кстати, кто хочет в нее попасть, то в описании, точнее, не в описании, а в закрепленном сообщении комментария будет ссылочка на запись в телеграм-канале, где я объясняю, что нужно сделать. Поэтому хотите попасть в эту рубрику, прочитайте, что нужно сделать. Один человек уже кинул свою запись, я ее откомментирую, но позже. Сегодня будет у нас вот эта вот запись, потому что я хочу получить вот этот вот эмоционально-зрительный оргазм. Ну, блин, если так посмотреть по реликвиям... Слушай, чел, а ты там, ну, стероидов объелся? Чего у тебя какой стол в 2 звезды? Да, он такой слабоватый, на самом деле, если так посмотреть. Но все равно в 2 звезды стол. Ну, как-то... Не по-людски это, что ли. Ну, реликвии, на самом деле, неплохие. Во-первых, есть аптечка. Сейчас он покажет еще. Жезл Киры, кстати, есть. Тоже отличная аптечка. Вот уровень пошел, все. О, да ему надо было по-любому ставить себе этих охотников. По-любому. Поставил бы 3 охотников, 3 человек, все. Еще бы гоблина одного. Только что чисто тасовал их местами и думал, заобузить как деньги или не заобузить? Вот в чем вопрос. Обузим или не обузим? Обузим или не обузим? Ай, продаем все. All in. Но он вышел сейчас в 10 монет, у него стол довольно-таки сильный. Если ему еще тренд в 2 звезды придет, то у него сильный старт. Жалко, конечно, что трента неоправданно дебафнули, но ладно. Ладно, короче, каковы его действия в этой катке? Скорее всего, так как я думаю. Он находит аптечку, а потом находит на 20-м метаморфозу. Все это вместе, если сложить, если еще на 20-м ему получится побеждать, он восстановит себе огромное количество хп. Либо же, ему падает жезл Киры, и он начинает троллить. Ну, тоже, он уже... Ну, уже жезл Киры как-то не так актуально выглядит, если честно. Он идет в уровень, и жезл Киры как-то не так актуально выглядит. Достойный апгрейд. Бери, ставь как танка. Ну, так тоже можно. Так даже очень хорошо будет. А я бы взял жреца, апнул бы его в 2 звезды и поставил. Накинет свой щит, тренд подхилит в этот щит, получится двойной отхил по этому щиту, и все. Нормалек. Нормалек. Кстати, обратил внимание на его фигуру, но не обратил внимания на какие там еще реликвии есть. Как еще можно переиграть вот эту вот ситуацию, чтобы получить мультиоргазм. Рыцарский билд. В самом деле, если собрать Муэрту в 3 звезды и сделать ей довольно-таки неплохие кири-шмотки, допустим, посох 3-го тира, 2 гиперстона, и она сама в 3 звезды, плюс еще по какой-то подсейв от Дума всякого и тому подобное, плюс отхил, будет жестко. Она будет наваливать, будь здоров. Неплохо. Еще есть сундук 3-го тира, есть сумка пандамена. Короче, там реликвии шикарные на эту каточку. Но главное, что нет маморы. Угу. Ну, сейчас посмотрим. Вообще непонятно, что он хочет собрать. Абсолютно. Вот именно старт, вот если так реально, он заспойлерил ее немного своим билдом. Именно с вот этим названием. Но сам старт об этом не говорит. То есть я вот смотрю на его стол, и непонятно, что он делает. Что он хочет сделать? Непонятно. Ну, посмотрим. Кстати, идеальный бафчик от Огра. Спасибо. Огр молодец, Огр красава. Только что на Мэр накинул свой баф, и на 2 раза в форме побыла. Четко. Таинственный фруксюй можно попробовать поюзать. Это, в принципе, неплохо по деньгам и опыту будет, что он и делает, кстати. О, красота. Вот это вот, я понимаю, сейчас будет абуз максимальный. Смотрите, он сейчас будет либо выиграет раунд. По-моему, надо проиграть сейчас раунд. Потому что в предыдущий раз он выиграл. По-моему. Из головы вылетело. Ну, короче, это можно сейчас будет пообузить. Чел, кстати, гиперстон он проиграл катку. Все.
Куда? Баф людей поставь. А что ты баф людей не поставил? А, все, понял, принял. Понял, принял, не дурак. Кстати, он тебе и пришел. Вот видите, как хорошо иметь боевой пропуск. Возле этого чела только что... А, он все равно его вынес. Ну, блин. Получилось, конечно, жиденько. Хотел его переиграть, по итогу переиграл сам себя. Да. Лучше бы он поставил баф людей. Но... Хотел переиграть, но не получилось. Ну и ладно. Ну и хрен с ним. А, кстати, Фруксю он не получил, правильно я понимаю? Несмотря на то, что он победил. Звери в катке будут. Почему баф людей? Ну ты сейчас же не получаешь ничего за этот Фруксюй. Тебе нужно выигрывать, проигрывать. Выигрывать, проигрывать. Тогда ты будешь получать максимальный бонус. Либо он не верит в свои силы. А, фу, он же сейчас выиграл. Точно, точно. Это я туплю уже. Это уже туплю я. Все, теперь сейчас на максимальную победку настроился. Смотрите, оп, 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 оп. Но я бы все равно баф людей оставлял бы. Еще одного разора. Отлично. О, вот так вот. Да. О, фрукт. Юзай фрукт. Не? Потерпишь? Или будешь юзать? На самом деле, можно было бы этот таинственный фрукт копить, и тогда бы у вас появился огромный таинственный фрукт, который защитил бы вас от летального исхода. Но, кстати, да, там такие столы неприятные. По сути, он нескольких типов выносит без шансов, а несколько типов его без шансов выносит. Вот этого типа он должен вынести, по сути. Потому что у него 2 разора, во-первых, у него Муэрта, плюс Дискорд накинулся, плюс танк есть. Должен вынести. Должен вынести, говорю. Души. Хорош. Все. Таинственный фрукт сюда. Я так понимаю, он хочет собрать это вот яблочко. Назовем его яблочко... Кого? Адама. Яблочко Адама, получается. Так, а теперь надо проигрывать. Баф людей поставишь? Нет? А может да? А может да? Давай баф людей. Баф людей, не? Не хочешь? Ну, в принципе, ладно. От 1 до 7 экспы и золото. На самом деле хороший вот этот вот таинственный фрукт, когда его вот так вот можно юзать. То есть, если ты уверен в своем столе, что ты будешь выигрывать всегда, и у тебя есть таинственный фрукт, и у тебя стоит выбор перед тобой. То есть, если ты без винстрика, без всего такого, ты можешь этот фрукт поюзать и получить, ну, реально много бабла. От 1 до 7. А можешь вообще ничего не получить. Можешь 3 монетки получить за 3 фрукта. А можешь получить 21 и 21 опыта. Тут как бы... Кстати, о птичках. Вдруг чего, если что, ему сейчас фрукт прилетит. Потому что этот фрукт, он, ну, криво показывается. Чтобы он прилетел, надо, чтобы начало следующего раунда пошло. То есть отчет к следующему раунду пойдет, и, соответственно, все покажет. Я, походу, знаю, что он будет творить в этой катке. Смотрите, я, походу, понял. Если он не будет собирать этот фрукт, то он оставит эти фрукты, дождется 10 уровня, и на 10 уровне заюзает все эти фрукты. Это гениально! Это гениально. Это next level play. А я что-то как-то не подумал использовать так этот таинственный фрукт. Вот смотрите, как Муэрта танчит. Хорош. Просто половину времени они все стояли, били иллюзорную форму Муэрты. Ну как иллюзорную? Как это? Астральную форму, точно. Астральная форма называется. Кстати, вот у меня интересует вопрос. А за мобов дается таинственный фрукт? По-моему, не дается таинственный фрукт за мобов. У него, если что, сейчас плюс 30% магического урона из... Дается. Все, значит, ему надо сейчас проиграть. Реально прекрасно обузится.
Шикарно абузится, я бы даже так это назвал. Получается имба, а не таинственный фрукт. Он может еще 6 людей поставить в будущем. По сути. Он может максимально выйти быстро в 11 уровень, все такое. Поставить... Ну, я надеюсь, ему повезет, конечно, с этими таинственными фруктами. Ранний 10-й. Кучу фруктов поюзал. Вуаля. Реально, если ему жестко фортанет, он с 10 может себе сразу 12 взять, прикиньте. То есть, если ему все фрукты юзнутся как надо, то он получит себе 12 уровень. Это обалдеть как круто. Будет юзать, не будет юзать? Я думаю, не будет юзать. Думчик, хорошо. Конечно, грим есть один. А ну-ка. Оп, отлично. 5 штучек есть. Шикардос. Шикардос. Так, все предметы как надо. Отлично. Дум стоит. Разорчик стоит. Будет брать 8 или не будет брать 8? Или потерпит? По идее, его этот эльф должен аннигилировать. По идее. Но еще зверь, кстати, такой неприятный. Но у него разор есть. Это приятно. Ему бы посох третьего... А ну-ка, 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 давай посмотрим. А что ты хочешь найти из первого тира? Медальон? Вынес его! Бабки сюда. Денежки. Хорош. Уровень бери. Смотрите, какой сейчас произошел жесткий момент. Получил фрукт, получил опыт, получил бабки. Он мажорвань. Он мажорик. Он максимально сейчас это заобузил. Максимально, ребята, максимально. Да уровень бери, все, иди в 8 уже. Может, в 9 давай иди. Да давай в 9. Тимак. Скипаешь, правильно. Вот это вот мы уважаем. Вот это вот по-мужски. Вот это по-мужски. Скипнул. Имбу. А тут же... А, вот что он берет. Я что-то как-то про этот момент как-то пролюбил. Я все равно уровень брал. Слишком все хорошо, чтобы не брать уровень. Слишком. Он сейчас, кстати, этот фрукт соберет в топовый. 8 штук, по-моему, надо, чтобы собрать его в топовый фруктик. Фруктик. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Съешьте золотой таинственный фрукт, чтобы сделать шахматица невосприимчивым к летальному исходу. И 7 фруктов у него есть. То есть, смотрите, он сейчас, если выиграет раунд, то, по сути, у него будет 1 фрукт и 8, соответственно, овощей этих. Фруктов, вы поняли. Я не про команду его, ну, противников. Не, у него сейчас так... У него очень красиво все получается. Это та игра, где фартануло как надо, судя по всему. Пошло все так, как он хотел. Во-первых, он сейчас себя обезопасил полноценно. То есть, 1 раунд он переживет. А там, дай бог рандома повезет, и все как надо пойдет. Кстати, зверя вынес. Бог рандома его благоволит. И все будет четко. Сейчас еще 1 фрукт появится, да? Ну, золотого не будет, будет только вот этот... ну, короче, вот этот. 1 раз можно получить таинственный фрукт. Сейчас будет 8 фруктов у него. Да. Бери уровень, все, бери уровень, бери уровень. Можешь подролиться, кстати, найти, попробовать людей. А, людей ты не найдешь, людей у тебя нема. Не хочешь ты 6 людей. Да, в принципе, с его ситуацией я бы даже людей не пытался бы делать. В этом нет никакого смысла. А, кстати, этот раунд он проиграть не может. Сейчас он не получит фрукт за этот раунд. Вот это вот обидно немного. Наверное, имеет... Ну, блин, на мобах проигрывать нельзя. На мобах надо выигрывать. Короче, ребят, смотрите. Обусти вот такую вот фишку, как сейчас он делает. Он таинственный фрукт реализовал на максимум сейчас. На максимум. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас оверсильный стол, и у вас нет винстрика, то я бы брал этот фрукт. По-любому. Вот это ему 2 как бы... И мастерская бума, еще и апгрейд пришел. Все слишком хорошо. Да. Я бы Дискорд оставлял. Дискорд имба.
Да ну не-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 не. Это его. Все, это его катка. Жрецов продает, потому что ему они не нужны. Все, он может спокойно идти на винстрик. В Лину закидывают молнии. Это хорошо. Это отлично, потому что Лина разгонится и будет потом давать по щам. Тут будет 9 эльфов. Сочувствую тебе, чел. Если ты антимага своего не засейвишь, то я тебе сочувствую. Тебя будут долбить. Как мама... Ой. Не знаю, говорить эту фразу, не говорить. Ну, в принципе, что не говорить? Как мама, не горюй. Что ж будет дальше? Вот так смотришь на его стол и понимаешь, что слишком все хорошо, чтобы быть правдой. Лина чисто лагуну по всем такая. Здорово! Рожь. Кстати, вдруг кто не знает, то посох 3-го тира, он умножает урон еще и с Мьёльнира. Топ не один. Остановись. Остановись, пожалуйста, хватит. Хватит. Хватит разваливать так всех. Хватит. Я знаю, что это будет за билд, но я не хочу спойлерить. Я думаю, многие уже тоже догадались. Ну, поставьте ролик на паузу и напишите, вы догадались или нет. И напишите в комментариях, как часто вам удалось реализовать реликвию таинственный фрукт Сюй. 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 Название, конечно, не божественное. Опа! Что тут у нас будет? А тут у нас будет Вайпер. А тут у нас Дум. Ой, Вайпер, прости, пожалуйста. Ну, даже если бы ты был, собираем Лину в 3 звезды, и просто Лина тебя с лагуны будет шотать. Прекрасно, он сейчас еще и посох настакает. Но на самом деле вот этот инвокер, он и руина отчасти. Я этого инвокера немного презираю, потому что в некоторых случаях он тупо такой бесполезный. Почему? Был ролик, тоже стоп не один, там где он собрал инвокера, закинул ему огни, все как надо, и иди гуляй лесом. Вот, чел 6 богов собрал, хорош. 9 уровень, 6 богов, получается 3, 6, 8 слотов, он один слот всего лишь тырит. Посмотрим. Посмотрим. Вдруг кто не знает, как работает 6 богов, то чем больше у вас активных предметов и способностей, тем, соответственно, чаще будет у вас и быстрее откатываться все ваши навыки и предметы. Я думал, его снесут сейчас. Я думаю, многие не ожидали, что будет именно такое. Но лешего берем, почему нет? Он немножко подамажить может. Воин опасен, но только если воин соберется. Ой, маг-дракон там собрался. Маг-дракон — это проблема. Это жесткая проблема, маг-дракон. Против него нужно будет что-то придумать. А вот что придумать против этого мага-дракона? Красиво ждет сейчас 10 уровень, чтобы заюзать все эти фрукты. Он реально может спокойно себе сейчас взять 12 уровень. Дай бог, чтобы ему сейчас повезет. Я на это хочу посмотреть. Там довольно-таки много опыта надо. 11 точно, я думаю, возьмет. А вот возьмет ли 12? 12, кстати, если только все по 7 прокнет. И то. Почти. Чуть-чуть не хватит ему. Ой, чего вынес. Готовься, чел. Сейчас будет 6 магов, и мы посмотрим, кого ты сможешь еще раз так вынести. Посмотрим, на кого ты быканешь еще разочек. Посмотрим. Посмотрим, дорогой. Богов будешь ставить? В принципе... Нет, не будет пока что. Пока что не будет. Ну, ничего страшного. Но вот этот эльф с магами, с антимагом может спокойно его вынести, если найдет какой-то деф. Там еще маг-дракон противный. Но больше всего меня смущает жрец. Бог-жрец. Но он там на 6 богах играет, поэтому я думаю, что смысла опасаться его нет от слова совсем. Кстати, я бы на его месте лучше бы закинул посох 3-го тира и все предметы в Лину. Потому что
Лина, скорее всего, быстрее бы ваншотнула, а так он еще и сдохнуть на разоре может и посох провтыкать, понял. Да. Ну, ничего страшного. Еще один. Ну, да, тут как бы скипать не надо. Опа, минерчик. Ну, закон подлости во всей красе. Не играешь на мехах, тебе приходит минер. $16 опыта, получается, это будет у него 57 монет. Надо еще один раунд, чтобы сэкономить 2 опыта. Ай-яй-яй, не получится, по-моему. Ладно, сейчас посмотрим. По-моему, не получится, потому что он будет получать не по 2, он будет 3 опыта. У него сейчас будет... А, ну все равно может забудить. Смотрите, что я только что подумал. Он сейчас за раунд получит 3 опыта, у него будет 44 опыта. Верно? Верно. 4 плюс 4... А, не получится. Надо еще один раунд будет. Да. Ему тогда понадобится еще один раунд, чтобы сэкономить немного по опыту. Но не знаю, будет он это делать или нет. То есть, смотрите, он может сделать таким вот образом, что у него будет не 56 опыта, а 58 он купит опыта. И, соответственно, 2 опыта пойдут на 11 уровень. Небольшой абуз. Так, это убийцы. Вот не дают ему поиграть. Вот прикиньте, не дают ему сейчас поиграть. Пока что не дают. Но ничего страшного. У него есть как бы таинственный фруксюй. У него все есть. У него все есть для такой неплохой игры. А может, Огр? А, 6 магов. Может, 6 магов? Мне как-то 6 магов больше нравится. Может, не ролим? Может, не надо ролить? ДК, все, я понял. Это маги-драконы. Это будут маги-драконы. Я бы, наверное, поставил все-таки 6 магов. 80% магического сопротивления понизит. Это хорошо. Это шикарно. У него, кстати, 2 посоха есть. Если он ему Зевс придет 2 звезды, он еще в Зевса закинет этот посох. И там будет такой развал. Там такая вакханалия будет твориться, что ну его в баню. И Дискорд, кстати, есть. Дискорд классная тема. На магах вообще шикарно работает. 25% магического сопротивления в радиусе 3 клеток понижает. На, по-моему, 15 секунд. Это сильно. А, это зверь. Я на мгновение подумал, что это инсектоид. Я думаю, это когда... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Инфаркти! Ну ладно, 11 уровень он взял. Это плюс. Ему немного не фартануло по опыту. Зато по деньгам нормально подфартило. Опа, сюда. По-любому берем. Агоним? Да, конечно, давай. Агонимчик. Агонимчик, агонимчик. Правильно, посох надо ему отдать. Он будет... Да ну ты прикалываешься. И теперь вот вопрос. Нужно ли больше? Да вместо Лины можно будет потом поставить. Нет, думаю, скипать все-таки. Окей. Котел. Котел нам надо. Он сейчас будет разрывать, будь здоров. Активных предметов у него нет, поэтому он и не собирает 6. Вместо... У него, по-моему, 7 магов, поэтому я бы вместо Лины ставил. Разорчик молодец. Разорчик красава. Сюда. Ха! Винстрик на базу. Верни то, что должен. Воришка. Так, по-моему, жрец вылетел. Да вместо мага, вместо Лины. Все, Лину продавай и давай ставь. Лину. О, да. Отлично. Все, шикарно, прекрасно, замечательно. Шикарнейший билд. 5 драконов, 4 бога, 6 магов. Идеально. Вайпера? Ну, я бы Вайпера, кстати, собирал бы. Только вместо вот этого вот... Утой, короче. Вместо коня вот этого нежить. Охотника нежить. Ему бы котла, конечно, в 2 звезды. Он котла не ставил, да? Да, ему нужен котел в 2 звезды.
Хорош, котел есть. Можно ДК собирать, по сути, в 3 звезды. Почему нет? Понял. Ой, как хорошо. Я думаю, ему так приятно их выносить. Просто есть один момент. А зачем? Небесный щит классная тема-то, конечно, но против кого? Просто... Ну, Хекс классно тоже, но, блин. Просто смотрите. Неплохо. Это очень хорошо. Почему я так сказал? Вот знаете, почему я так отреагировал? Смотрите. Во-первых, у него было 2 посоха. Да, Хекс это тоже не ошибка. Это тоже сильный предмет. Очень даже сильный предмет. Но все-таки, как по мне... Кстати, чел Луну керит. А, ну это, наверное, на мобов он ее керит. Все-таки я считаю, что надо было оставить посох 3-го тира. У него бы было бы 2 супер дамажных мага. Он бы когда-то дособрал себе Разора в 3 звезды. Когда-то. А может сейчас найдет. А ну-ка. Нет. Ну, есть... О, да, надо брать. Надо брать, потому что там есть 4-го тира Сайленс таргетный. Зевс идет. Давай Зевса в 3 звезды уже. Бахай. Леша, кстати, под магами тоже классно смотрится. Если соберет его еще и в 3 звезды, это будет вообще шикардос. Ну. Разорчик. Лунруид не нужен. Котел хорошо. Вот смотрите. Сейчас бы на такой стадии у него было бы 2 супер дамажных персонажа. Разор и Дух Пятерка, допустим, да? Либо же Зевс плюс Дух Пятерка с этим посохом 3-го тира. Но у него контроля пока никакого нету. Поэтому вот части это слабо смотрится. Опа! Ба! Ой, как Зевс хреново кинул свою способность. Ну так, ладно, так нормально. Реабилитировался Зевс. Вот это я вот заговорился в моменте. Он только что Зевс, если что, кинул свою ульту в 2 персонажей. Опа, яичко. Сюда. Ему Зевс так классно идет. А что ты держишь тогда? Ну, купи тогда и убери роллы. Все. Зевса не берешь, отлично. Давай разорчика. Нам нужен разор в 3 звезды. Нам нужен разор в 3 звезды. Ну, короче, в общем, получилось так, что ему повезло с предметами вообще шикарно. Красиво заобузил таинственный фрукт. Тупо лайк. Почувствовал мощь своего персонажа и сделал все, как доктор прописал. Так, Зевс, кастуй как надо. Не в одну цель. О, полстола стер порошок. Хорош. В прошлый раз у него Зевс, если что, кастанул неправильно. Он, ну, как бы... Короче. Просто неправильно кастанул. Кстати, минус зверь. Покеда зверь. Хорошего тебе настроения. Да не, там же Хекс. Может, не надо? Там Хекс. Ой, Хекс, там Сайленс же. Таргетный. Опа, разорчик. Я думаю, это уже конечная сейчас будет, но все равно заблочил. Хорош. Чел ливнул даже. Вот топне. Что ты делаешь с ребятами? Они даже ливают в конце. Даже в конце ливают. Прикиньте. А кого он керит хоть? Кто-то понял этот прикол? Я лично не понял. А, кстати, ему, если что, Сайленс не прилетал от Луны. Я не понял.
Кто-то хоть что-то понял, почему он керил до конца Луну? Почему не антимага? У меня есть вопросы. Какого он керил Луну, а не антимага? Какого? Хоть кто-то что-то понял, я не понял. Я откровенно, честно, не понял, почему... Ну, этот вопрос мы как бы оставим без ответа, судя по всему. Не, ну если есть у кого-то догадки, почему он керил именно Луну, а не антимага, то напишите в комменты. Лично у меня догадок нет. Странно получилось. Но катка на магах шикарная. Серьезно, просто. Тупо ставлю лайк ему за то, что он забузил таинственный фрукт как надо. Таинственный фрукт Сюй реализовал по максимуму. Еще бы на мобах откис бы, еще бы получил плюс одну баночку, но она того не стоило. С баночками, конечно, ему не особо фартануло, там большее количество, 2-3 хп восстанавливало, соответственно, 2-3 монетки получал. Там, по-моему, 2 баночки всего лишь дали ему по 7. Все остальные, по-моему, по 2-3 ему дали. Ну, в принципе, тоже приятно, хоть не по одному, спасибо. Классно получилось. Очень классная каточка такая. Ну, я реально получил то, что он написал. Мне понравилось. Я кайфанул. Я давно таких магов не видел, потому что, когда я сыграл на магах, меня отправили благополучно в топ-2, потому что против меня был жесткий инсектоид, а у меня были и боги, и все что угодно, и, ну, небалансный антимаг не выпустил меня из-под... Ой, антимаг. Манки Кинг из-под палки своей не выпустил. Вот и все, как бы. Ну, ладно. В общем, катка, найс, шикарная. Спасибо тебе за контентище такое. Я получил уйму эмоций, я отдохнул, получил полный релакс, я в кайфе, короче, просто я в восторге. Вот такая вот каточка, правда, противник на эльфах мне вообще непонятен, но вынес зверя, просто руку пожал, обнял, приподнял. Вот, ребята, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях, а также, ребят, скажите мне свой полноценный фидбэк по поводу данной рубрики. Мне очень это интересно. А также поставьте свой лайк. Лайк необходим для поддержки канала, для поддержки ролика, чтобы он продвинулся в тренды, в рекомендации и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, вы все это прекрасно знаете без меня. Кто не подписан на мой YouTube, тоже подписываемся, потому что скоро 2000 подписчиков, и твоя подписка необходима. Поэтому, если ты не подписан, быстренько подписывайся. Также у меня есть телеграм-канал, он закреплен в описании под видео ссылочкой, а также в комментариях есть тоже закрепленное сообщение, где тоже есть телеграм-канал. Еще на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!